Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю, как я украшала вот такой торт. Книга, открытка на юбилей женщине в стиле, можно даже сказать, скрапбукинга, где у нас присутствуют и цветы, и форма открытки, и такая шаль тканевая, да, но изображать мы это все будем, конечно же, из крема. Страницы я делаю вот такой силиконовой кисточкой. Заготовку мою я покрыла аэрографом. Сборку торта книги я оставлю обязательно ссылку в описании к данному видео. Сборка есть на моем канале. Можете пройти по этой ссылке и посмотреть. Та жидкость, разведенный краситель с кипяченой водой, у меня что осталось от аэрографа, я ей же всегда делаю страницы. Просто силиконовой кисточкой, вот такими разглаживающими движениями. Итак, я покрыла со всех сторон, сделала оформление страниц и начинаю теперь накладывать картинку, на которой напечатано у меня стихотворение, пожелание именинницы и такие очень теплые слова. Как расположить картинку сахарную на торте на белковом креме, есть тоже отдельное видео у меня на канале. Я оставлю также ссылку в описании. Смотрите, заходите, проходите по ссылке. Из центра разгоняем воздух. И обязательно из центра по сторонам мы ее вот таким образом располагаем. Теперь моя задача сделать окантовку. У книги как бы бордюры такие, обложку внизу, которую мы не видим, но она должна быть здесь. Здесь мне хотелось сделать что-то такое тканевое. Я взяла насадку хризантема. Она у меня без номера, но она чуть побольше номера хризантема 80. Поэтому я даже ее тут не показываю. Но я надеюсь, что вам это понятно. Хризантема 80, а это чуть побольше. И делаю такими... Видите, вот такая вот хризантема, чуть покрупнее она, чем 80. Нету, к сожалению, номера у меня на ней. Делаю как тканевый такой тоже рисунок. Для меня эта книга, она была как бы, ну, больше как открытка в моем представлении. Итак, прохожусь по всей площади книги моей, везде делаю такую же окантовку. Цвет я здесь брала тот же самый шоколадно-коричневый, который был у меня для аэрографа, просто я его взяла буквально капельку и окрасила им белковый крем. И получается вот такой нежно-бежевый, слегка шоколадного оттенка крем. Так вот окантовочка такая у меня получилась. Теперь моя задача это сделать структуру вот этой белой шали. Что же я для этого беру? Для этого я взяла белый крем белковый и немножечко взяла буквально здесь ложечку чайную кипяченой холодной воды, разбавила. Просто наполнила мешок кондитерский и где-то миллиметр, может быть, полтора я отрезала, срезала у мешка отверстие. И делаю вот такими вот движениями, как бы как петли такие вязаные я делаю. Это делается очень просто. Благодаря тому, что я надавливаю на мешок, сама структура крема, которая выходит, она уже ложится как бы такими завитками. И я еще буду вот такие вот, видите, как петли вязаные делать. Вот здесь вот я замедлила специально, чтобы показать вам. И смотрите, с этой стороны я делаю как бы крупные петли, а с той стороны, которая сейчас будет, где вот место закладки у книги, да, закладку я здесь делать не буду. Там они у меня как бы рисунок такой, как более сжатый. Я специально так сделала, чтобы показать, что не спадает туда эта шаль, туда в углубление книги. Так вот мне захотелось в этот раз сделать, чтобы более естественно смотрелась эта шаль.
И туда будет к цветам она у нас уходить. Там, где у цветов, конечно, это все будет цветами закрыто. Но я просто показываю вот специально для видео здесь, чтобы вы видели, как это можно сделать. Видите, здесь как более присборенный такой уже рисунок, чтобы более естественно это как-то смотрелось. Потому что если мы расположим вот так пуховый платок или еще что-то, конечно, здесь не пуховый платок, просто какая-то шаль у меня такая в произвольном виде. Тоже, если мы с одной стороны натянем, петли будут более такими расширенными смотреться, а с другой более присборенными. Теперь я заканчиваю здесь уже, где смотрю, где у меня еще пустые петельки остались. Я сейчас возьму насадку хризантема номер 80 у меня, обычная хризантема, и я буду делать окантовку этой шали. Просто такими как бы полудугами я отсажу эту окантовку. Уже обычным, не разбавленным кремом, обычным белым кремом. Разбавила я только для того крем, чтобы он быстрее выходил из мешка, и чтобы эта структура, вот эта паутинки, она у нас ложилась быстрее. И более равномерно она тогда ложится, не засоряется мешок. И также я сахарную картинку, конечно же, обрамляю вот этими вот полудугами. Просто как бы вот, чтобы показать, что это все у меня именно к этой шали относится. Здесь у нас под цветами, естественно, ничего не будет видно. Вот такая шаль у нас получается. Где пустоты закрываем, но там на самом деле видно ничего не будет, потому что будут сверху цветы. Просто я для видео вам показываю, как я это вот сделала. Видите, здесь присборенный немножко рисунок, а здесь как бы расширены эти петли с той стороны. Чтобы видно было, как и в естественном положении этот платок также бы и выглядел. Здесь я беру насадку Астра 227 с перемычкой и делаю астры. Я смешала здесь красно-клубничный у меня краситель и абрикосовый. Абрикосовый прям совсем чуть-чуть я добавила. И 2 крема я просто ложкой наложила в мешок. И как вот он выходит, так и выходит вот этот у меня окрас. Я здесь не стремилась к какой-то четкости цвета добиться. Астры, они тоже очень многолики, так сказать, в природе. Настолько разные у них разнообразие расцветок, что, наверное, и не перечесть. И здесь делаем серединку всегда более низкую, и остальные лепестки уже над ней как бы возвышаются, а где-то с 4-го ряда уводим уже лепестки в сторону. И делаем один короче, один длиннее, один короче, один длиннее. И получается такая как бы эффект салюта, потому что астра, она так и выглядит, как такой своего рода салют. И вот один короче, один длиннее, именно так и получается у нас тогда. Все цветочки здесь у меня будут по одному принципу сделаны. Розы я взяла насадку просто обычной звездочкой открыто 8 мм. Я делаю основание для всех цветов. Вы можете здесь любой, в принципе, делать насадкой. Роза у меня здесь насадка самая обычная, изогнутая роза. Она у меня без номера, поэтому даже не показываю. И 2 сантиметра на выходе. Хотела сделать обычные классические кремовые розочки. Ничего в них здесь сверхъестественного нет, потому что юбиляр, она как раз и относится еще к тому поколению, именно когда в ее молодости были такие чисто советские розочки на тортах. И хотелось что-то именно вот такое ей сделать. Цвет у меня здесь у розочек называется ежевично-красный. Девочки, кто в Германии живет, я его покупала на Пати Ферзант. В России не продается такой краситель, но в других странах огромный выбор других красителей. И для тех, кто в Германии, это ежевично-красный. Буквально капельку я его добавила, и получились вот такие холодного розового цвета эти розы. Здесь опять по тому же принципу я отсаживаю астры. Очень много вопросов мне поступило, где же купить насадку Астра 227. В Германии она точно не продается. Мне ее подарила подруга, эту насадку. Кто живет в России, в странах СНГ,
в кондитерских магазинах, я знаю, она продается. Кто в Германии, девочки, можете родственников попросить или друзей, чтобы привезли вам оттуда эту насадку. Либо же здесь, я знаю, что некоторым их близкие, вот мужья, там кто мастера есть, они напаивают эту перемычку к обычной насадке хризантема, допустим, насадка номер 80. Розочки отсаживаем по очень такому простому принципу. Хотелось сделать именно такие классические кремовые розочки. Что здесь я и делаю. Опять делаем астру. Ничего здесь сложного нет. Вы можете сделать также обычные хризантемы по этому же принципу. Главное здесь, я считаю, еще и влияет цвет. Как мы это сделаем? Потому что очень важно, чтобы цвет у цветов был не такой однообразный, а чтобы он немножко как бы на природный был похож. Поэтому я здесь смешала два цвета, абрикосовый и вот клубнично-красный. Получились вот такие у меня цветочки. Делаю опять розу, накручиваем ей основание. То есть крутим насколько можем. Если крем сварен правильно, основание будет вот так закручиваться такой длинной полоской. Она будет выходить у вас из насадки. И делаем сначала 3 лепестка, как обычно, потом 5 лепестков и спускаемся вниз. Обычная кремовая розочка получается. Здесь сейчас уже смотрим по композиции. Чтобы вниз, самое главное, внизу крупных цветов уже не отсаживаем, потому что сразу хочу сказать, вот такая текстура, которая нанесенная у вас, как вот у меня вот эта шаль, разбавленным кремом, старайтесь никогда сбоку на ней ничего не отсаживать. Крупные я имею в виду, потому что крем уже разжижен. И это может потом повлечь при длительном хранении этого торта, при транспортировке уже свои определенные проблемы. Здесь этот тортик. У меня эта книга, она поменьше, чем те книги до этого, которые я делала на канале. Там у меня были размером с противень. Здесь же у меня 37 сантиметров она в ширину и 28 в высоту. Потому что меня очень многие девочки спрашивали, как же сделать помельче эту книгу. Вот, пожалуйста, вот вам помельче эта книга. И здесь у меня бисквит ванильный без разрыхлителя. Видео я оставлю обязательно, ссылку есть уже на моем канале. Ссылку на это видео будет в описании к данному видео. Сейчас я делаю вот такие вот бутоны. Этой же насадкой роза. Очень просто они делаются. Мы нажимаем и делаем такое как бы закругляющее такое движение. Это делается очень просто и обязательно, чтобы они у нас все смотрели в одну сторону. Иначе это будет смотреться очень хаотично и некрасиво. Именно вот в одном направлении, чтобы они были. Здесь по поводу крема, у меня крем здесь был творожно-сливочный. Есть тоже видео по этому крему у меня на канале, тоже будет. Ссылка в описании к данному видео. И с малиной. То есть начинка вся уже есть на моем канале, поэтому я оставлю просто на эти виды бисквита и крема ссылку. Укладываем все цветы, чтобы они на нас смотрели и от нас, то есть так, чтобы естественно смотрелась эта цветочная композиция. Не все, чтобы они вверх смотрели, это будет тогда смотреться ужасно, а так, чтобы они в разные стороны смотрели, так же, как и в естественном букете. На это нужно обратить внимание здесь. В принципе, крупные цветы у меня уже, по сути, здесь все отсажены. Здесь я еще отсаживаю пару бутонов, которые вот вниз, вот такие мелкие бутоны еще могут держаться хорошо вот на таком разжиженном креме. Но крупные розы я уже не советую делать на слегка разжиженном креме. Я имею в виду, когда вертикально они будут стоять сверху, это пожалуйста, ничего с ними не будет. А вот на отвесной вот такой поверхности это крупные нельзя делать. Вот такой вот у нас получается букетик. Здесь еще цифры я делаю. Цифры у меня уже хорошо очень просушены. Это у меня мастичные цифры. Сделала я их в обычном молде и слегка покрыла золотым кондурином. Мне не хотелось сделать здесь такие супер золотые цифры, иначе они бы выделялись просто из композиции и делали бы очень такой яркий акцент только на себя, эти цифры. Поэтому они у меня такие более пастельные. Насадка листик 10 мм.
обычные совершенно. И здесь я заполняю просто пустоты, где считаю нужным. Листья тоже смотрите, чтобы они у вас не забивали вашу цветочную композицию. Это очень важно. Много их здесь не нужно. Там, где просто нужно закрыть пустоты и где считаете нужным. Не увлекайтесь листьями, потому что тортик такой нежный. Цвет у меня для листьев это фисташково-зеленый. Для девочек, кто в Германии живет, тоже покупала я его на Пати Ферзант. В России очень большой выбор, и в других странах своих красителей, поэтому можно смешать зеленый, слегка желтый добавить, темно-зеленый, слегка желтый, и будет вот такой фисташковый цвет, очень красивый, очень нежный. Листьев уже достаточно. Здесь вот еще один бутончик я отсадила, потому что как-то пустовато мне казалось, и обрамляю его тоже листьями. Под конец я слегка такой кондитерской посыпкой еще также посыпаю. И все, и тортик мой готов. Надеюсь, данное видео было вам полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.